Всем привет! Это канал Шумов Фото, я Шумов Денис, и сегодня мы с вами сравним три объектива Canon RF. Первый 35 мм 1.8 макро, второй объектив 50 мм 1.2 и третий объектив 70-200 со стабом 2.8. Погнали! Всем привет! Это канал Шумов Фото, я Шумов Денис, и сегодня мы поснимаем на три разных объектива Canon RF. 35 мм, 1.8 макро, самый такой полезный и рядовой объектив. Портретник 50 1.2, тоже RF. И мой любимчик в последнее время 70-200 RF 2.8 со стабом. Будем снимать портреты на фоне лодок и моря, и потом сравним. Мы выставим одинаковые настройки, одинаковую диафрагму на каждом из объективов, максимально открытую диафрагму. Для 70-200 это будет 2.8, для 35 мм это будет 1.8 и для полтинника это будет 1.2. Поснимаем на возможных одинаковых диафрагмах и сравним потом результат. Начнем с первого объектива, это 35 мм, 1.8 макро. Выставим настройки на камере, так как сейчас день, достаточно светло. Это будет 1/2000 выдержка, 2.8 диафрагма и ISO поставим 100. В дальнейшем мы сравним при этих же настройках, этих же условиях съемки другие объективы и посмотрим, что получится. Погнали! Окей, повернись чуть-чуть. Да. Чуть на меня. Сейчас я снимаю в ручном режиме. Настройки, как и говорил, 1/2000 выдержка, 2.8 диафрагма и 100 ISO. Я сейчас снимаю со следящим автофокусом по глазам. У меня настроен переключение между покадровым и следящим фокусом на кнопку AF ON, камера Canon R6. Что это позволяет мне сделать? Это позволяет мне каждый раз, зажимая кнопку автофокуса и немножко прижимая кнопку спуска затвора, удерживать следящий фокус на модели, удерживать его на глазах и при этом менять свое положение в кадре, выстраивать композицию и не бояться за то, что собьется фокус или уйдет куда-то на задний план, допустим. Супер. Отлично. Я немного изменил выдержку, так как выходит солнце. Мне пришлось сделать выдержку 1 к 2500. Это нужно для того, чтобы у нас кадр был экспонирован ровно по центру, по шкале. И при съемке с другими объективами я буду стараться снимать с одинаковыми настройками в отношении ISO и диафрагмы, но выдержка будет меняться в зависимости от условий освещения. Сделаем еще несколько кадров и поменяем объектив, посмотрим, как это будет выглядеть на полтиннике и 70-200. Отлично, чуть глазки в камеру. Ага. Очень хорошо, когда волосы немножко так были вот растрепанные. Супер. Когда я снимаю модель, я снимаю в основном на фиксы, и я уже привык к тому, что я постоянно двигаюсь вокруг модели, поворачиваю ее, и в целом
перемещаюсь в пространстве относительно модели сам. Ищу какие-то более выигрышные ракурсы, всегда обращаю внимание на то, что на заднем плане стараюсь, чтобы правильно были расставлены какие-то акценты и была выстроена композиция. Следующий объектив — это 50 мм Canon RF 1.2, очень светосильный объектив. И сейчас сделаем еще несколько кадров в тех же условиях. Настройки 1.2000, 2.8, ISO 100. В дальнейшем мы откроем еще больше диафрагму и посмотрим, какая будет разница между этими кадрами. Очень хорошо. Чуть можно еще в камеру посмотреть. О, класс. О, супер движение, хорошо было так с волосами. Класс. Уже сейчас, сравнивая на камере кадры, сделанные на 35 мм и 50 мм, при одинаковых настройках, при диафрагме 2.8, очень выделяется эффектное боке, то есть вот такой прям красивый, мягкий, размытый фон на 50 мм. Это гораздо интереснее смотрится, чем на 35 мм при той же диафрагме. Давайте сейчас откроем диафрагму до 2.0 и посмотрим, какие кадры получатся при этой диафрагме, и потом сравним. Открывая диафрагму, соответственно, мне нужно изменять другие настройки для того, чтобы кадр не был пересвечен, не был переэкспонирован. Для этого я делаю выдержку еще короче. Получается 1/4000, 2.0. Еще покрупнее, прям можно чуть сверху такой кадр. Ага. И прям на меня, прям в камеру посмотри. Можешь ручкой, да, прикрывать, если солнце. Угу. Я постоянно двигаюсь, как я говорил, меняю свое положение, меняю кадры, делаю средний план, какие-то, может быть, очень крупные кадры. Периодически я подхожу и понимаю, что будет очень круто снять чуть сверху. Когда модель смотрит вверх, соответственно, у нас сейчас такой мягкий рассеянный свет дневной, и когда она смотрит вверх, свет очень мягко ложится на лицо, и получается такие прям прикольный бьюти-портрет. Давайте еще раз поменяем настройки, сделаем максимально открытую диафрагму, пусть это будет 1.2. Для этого мне придется выставить выдержку 1/8000, это очень короткая выдержка, и не каждая камера ее поддерживает. Для того, чтобы вы смогли снимать на любой камере с другими параметрами, к примеру, там максимальная может быть 1/2000, либо 1/4000, либо просто это может быть солнечный день, и я уже не смогу снимать на такой открытой диафрагме с моими настройками даже при 1/8000 выдержке. Есть ND-фильтры, которые накручиваются на объективы, и они, простыми словами, затемняют на несколько ступеней в зависимости от характеристик фильтра вашу картинку. Это позволит как раз-таки снимать на открытых диафрагмах даже в супер солнечный день. Помимо этого есть еще другие классные фишки, которые можно делать с этими ND-фильтрами, но о них в другой раз. Давайте снимем еще несколько кадров с этими параметрами, посмотрим, какое классное боке будет на 1.2 на полтиннике RF. Угу. Супер. На 1.2 получается просто максимально размытый фон. Очень небольшая глубина резкости. Если снимать какие-то очень крупные кадры, то если модель поворачивается немножко боком, фокус будет только на одном глазу, и второй глаз уже уходит в расфокус. То есть такая минимальная получается глубина резкости, но
Если вы, соответственно, отходите немножко подальше, на 50 мм, допустим, снимаете там в полный рост, то, в принципе, модель даже на 1.2 будет достаточно резкой по всей области кадра, и при этом фон будет супер размыт. Класс. Итак, третий объектив 70-200 2.8 RF со стабом, стабилизатором. Попробуем поснимать на него в тех же самых условиях. Настройки ставлю максимально открытую диафрагму, которую можно 2.8, 1 2000 выдержка и 100 ISO. Основная особенность длинного фокуса в том, что приходится еще дальше отходить от объекта съемки. Это все я снимаю средний план на 70. Но можно с этой же точки попробовать изменить фокусное расстояние. Сейчас оно где-то 135 мм. Получается тоже такой портрет среднего плана. И даже на 2.8 получается очень крутое боке на 70-200, которое, в принципе, можно сравнить там с полтинником на где-то 2.0 диафрагме. Сейчас я выкручиваю до 200 мм, отхожу, соответственно, еще дальше, сделаем средний план и крупный портрет. Посмотрим, что получится на фоне. Итак, 200 мм, средний план, 2.8. Ну, лодка прям вообще размыта, вот прям, хочется сказать, в хлам прям размыта. А повернись немножко на меня. Угу. Супер. Класс. Но совершенно другое ощущение, когда снимаешь на длинный фокус, нежели чем когда ты стоишь близко к модели. То есть есть ощущение такое, что ты прям откуда-то издалека ее подснял, такой вот прям как стрит-стайл. В принципе, на 70-200 и снимают стрит-стайл, потому что ты можешь, находясь далеко от объекта, делать очень классные кадры в движении, плюс стабилизатор объектива позволяет максимально резкими делать кадры даже на открытой диафрагме, там 2.8 максимально, который он позволяет, и следить за объектом, вести фокусом по глазам, даже на каком-то расстоянии там 10-15 метров, он будет очень круто его держать и вести в кадре. Кадры получатся очень резкие. А можешь немножко на меня прям пару кадров вот пройтись так вот буквально как в движении? Да, вот. Прям на месте, туда-сюда, такая вот как движение, да. Класс. На фоне Кати сейчас находится еще одна лодка, она вдалеке, метров, наверное, мне кажется, около 100 от берега, и она прям вообще супер размыта, и фон такой прям в молоко прям куда-то уходит, смешивается и небо, и море, и получается такой прям приятный, размытый, красивый фон. Давайте снимем еще пару кадров на 35 миллиметров с максимально открытой диафрагмой 1.8. Выдержка будет 1 5000, ISO также будет 100, и посмотрим, какое получится боке. 35 мм все-таки считается достаточно таким широкоугольным объективом, поэтому положение относительно модели камеры также нужно менять, но можно делать какие-то прикольные кадры чуть снизу, чуть сверху на полтос. Это будет не так, и в принципе фокусное расстояние не позволит особо этого сделать, будет не очень удобно. На 35 же получается классно. Сейчас я снимаю на 1.8, я уже вижу по кадру то, что боке не супер размытое, то есть достаточно видно очертания лодки, в отличие от того же полтинника или даже 70-200 на там, 135 миллиметрах фокусном расстоянии и диафрагме 2.8. Вообще не сравнится. Я считаю то, что основное преимущество 35 миллиметров 1.8 ВТРФ в том, что он нереально легкий,
и компактный, и плюс еще макро. Можно снимать какие-то детали на каких-нибудь, допустим, свадьбах. Можно подснять крупно кольца, и это является его основным преимуществом. Но если говорить о конструктиве, он очень хрупкий. Я уже один раз его ремонтировал. Все из пластика и такого какого-то мягкого алюминия. Поэтому, если он у вас упадет, скорее всего, это будет такое фатальное падение. Поэтому с ними нужно быть аккуратным. Но как бы его легкий вес компенсирует все его основные недостатки. Плюс 1.8, ну, такая светосила в целом как бы достаточно для каких-то творческих, возможно, задумок, но хочется верить, что Canon в ближайшее время все-таки выпустит аналоги RF тем объективам, которые у него есть в EF-серии. То есть это L-объективы, их две версии, они 1.4, то есть достаточно светосильные, но если смотреть за тенденцией выпуска объективов у Canon, именно линейки RF, то есть вероятность, что он выпустит 35 мм 1.2, и это будет уже что-то вообще нереальное, потому что 35 1.2 у Canon, по-моему, такого еще не было.